Аминокислота аргинин и пикногенол. Это экстракт коры французской приморской сосны. 45 мужчин в возрасте 25-45 лет в течение 3 месяцев принимали аргинин 1,7 грамма в день и со 2 месяца добавляли 40 мг 2 раза в день пикногенола. И с 3 месяца 40 мг уже 3 раза в день добавляли. И появились результаты через 2 месяца у 80%. И у 92,5% на 3-й месяц была нормализована эрекция. А вообще при эректальной дисфункции аргинин в организме понижен. И оксид азота, который образуется из аргинина, является необходимым для расширения кровеносных сосудов в половом члене, ну и также мышц, конечно. Ну и в принципе по этому же механизму и работает Виагра. И поэтому считается аргинин один из самых перспективных терапевтических средств для таких пациентов. И другие, например, ну вот здесь можете тоже это почитать. И, например, так же, как вот здесь вот еще разные исследования, тоже обзор. 2,8 грамма в течение 2 месяцев при импотенции восстанавливали эректальную дисфункцию. Или также 5 грамм в течение 6 недель. Также из 29 пациентов 9 сообщили о улучшении. И, в принципе, у этих 9 в начале исследования у них был понижен уровень оксида азота в моче. Или, например, комбинация 6 грамм аргинина и 6 мг йохимбина в течение 2 недель. Также эректальная дисфункция была улучшена. Или, например, пациентам с диабетом комбинация аргинина, карнитина и никотиновой кислоты. У них было улучшение на 50% лучше, чем в группе, которые принимали варденафил. Вот, например, на iHerb тоже неплохой выбор пикногенола. Ну и, в принципе, можете поискать аргинина, тоже здесь очень большой выбор. Цинк, фолиевая кислота, биотин и радиола розовая улучшают контроль над преждевременной эякуляцией. И в течение 90 дней у 55 пациентов из 91 у них была улучшена эта функция. И у них дозировка была 200 мг радиолы розовой, 10 мг цинка, 200 мкг фолиевой кислоты и 50 мкг биотина 1 раз в день. И, например, также у пациентов с эректальной дисфункцией, заболеваниях почек, вот, например, здесь мы это видим, у них цинк восстанавливал эректальную дисфункцию и, например, то есть повышал уровень тестостерона, ну и это улучшало проблему. Но, в принципе, также осторожно надо быть, потому что цинка, дозировка не должна быть большой, потому что может ухудшить симптомы. Например, то есть исследование на крысах было, у них средняя дозировка помогала, а большая все-таки подавляла функцию. Ну, а маленькая вообще ничего не делала. Но также, например, у пациентов, у кого проблемы именно с почками, им D-витамин тоже восстанавливал эректальную дисфункцию. Это те, кто были на диализе. Ну и, конечно, в принципе, дефицит цинка, он вообще связан как раз-таки с эректальной дисфункцией. И даже, например, тыквенные семечки или масло, которое также помогает. Оно и помогает из-за этого, что там большое количество цинка в составе содержится. Гвоздика вызывала значительное и длительное увеличение сексуальной активности у здоровых крыс и увеличивала время эякуляции. И вообще она признали гвоздику одним из самых сильных и одним из самых мощных афродизиаков. Ну, также в другом исследовании гвоздика с мускатным орехом также усиливала сексуальное поведение у самцов мышей. Гинго билоба после 6 месяцев лечения восстанавливал спонтанную эрекцию и улучшал скорость
и также улучшал жесткость полового члена. Ну и вообще, конечно же, он улучшал функцию сердца, а это также связано с эректальной дисфункцией. Женьшень. Ну, женьшень, он так же, как и многие другие травы, которые применяются при эректальной дисфункции, повышает уровень оксида азота и тем самым улучшает эректальную дисфункцию. Ну и, конечно же, он улучшает сердечную функцию, которая также связана с эректальной дисфункцией. Ну и что, конечно, важно, женьшень все-таки это сильный стимулятор. Ну, вот здесь также мы видим, что, например, омега-3 кислоты из рыбьего жира стимулируют синтез оксида азота. Ну и дальше это такие же антиоксиданты и вещества, которые также высвобождают оксид азота. Это С-витамин, Е-витамин, фолиевая кислота и кальций. С-витамин. Доза 3 грамма в день в течение 2 недель увеличивала частоту половых контактов с 4 до 14 раз в месяц. Улучшает также, конечно же, и настроение, и желание, и уменьшает депрессию.